Всем привет! Сегодня у нас расклад «Откуда утекает жизненная сила твоя?». И прежде чем начать, приглашаю всех в манифест. В манифесте вы научитесь ставить защиты, дом чистить, все эзотерическое, магическое научитесь. И, конечно, вам станет еще доступно на уровне манифеста проживание аркан. Обязательно приходите, вы поменяете свою жизнь кардинально. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем с вами расклад. Единички. Первый вопрос как сигнификация. Что такое сигнификация? Если я в сигнификации говорю о вас, о вашей жизни, значит расклад твой. И первый вопрос, почему ты думаешь, что жизненная сила утекает? Ну, ты сама тут все видишь. Ты вот чувствуешь постоянную усталость. Вроде спишь нормально, да, но не высыпаешься. Раздражения по утрам особенно много. Да и вообще в течение дня по пустякам у тебя накатывает много раздражения. Злоба, я бы сказал. А все это потому, что на тебе висит груз чужих обязательств и твоих неоправданных ожиданий. Тебе кажется, что ты должна быть во всем идеальна. Там для мамы, для мужа, для подруг, для коллег, для всех. Ты постоянно берешь ответственность за решение других людей. Пытаешься все исправить постоянно. И это тебя истощает на энергетическом уровне. Ты прям буквально тратишь свою жизненную силу на то, чтобы соответствовать каким-то чужим представлениям о том, какой ты должна быть. Это несправедливость в чистом виде, нет. Это прямое нарушение твоего личного пространства и твоих прав. И эта ситуация, она уже давно тянется. Но именно сейчас ты достигла пика. Ты постоянно пытаешься кому-то доказать свою ценность. Там одобрение заработать, признание получить. Но чем больше ты стараешься угодить другим, тем больше ты теряешь себя настоящую. Это вот как будто ты отдаешь свои последние силы, чтобы кого-то другого поднять, а сама падаешь в пропасть. И вот знаешь что? Никто даже не замечает твоих жертв. Все привыкли к тому, что ты все делаешь за них. Ты стала удобной для всех, удобным инструментом. Ты вот реально удобный инструмент для решения чужих проблем. И это все совершенно недопустимо. Тебе, знаешь, нужно понять, что твоя ценность, она не определяется тем, сколько ты для других делаешь. Твоя ценность, она в том, кто ты есть на самом деле. И если ты будешь продолжать жить по этим правилам, то тебя просто высосут как лимон. Ты должна осознать, что тебе нельзя позволять другим людям использовать тебя там в своих целях. Нужно научиться говорить «нет», нужно научиться отстаивать свои границы. И так ты вернешь свою жизненную силу и начнешь для себя жить. Откуда утекает жизненная сила? От мужчины, который привык к власти, к контролю. Он эмоционально тобой манипулирует, заставляет чувствовать себя виноватой, обязанной. И это твой муж или твой мужчина. Он, знаешь, он прям как на гармошке, это не на баяк, на гармошке, да, на гармонии, вот как я тебе показываю, ты не видишь. Он, знаешь,
умело на твоих чувствах играет, как вот на гармошке туда-сюда. Твою доброту использует, отзывчивость твою использует в своих целях. Король кубков — это про его способность создавать иллюзию заботы и внимания, но на самом деле он просто хочет держать тебя под контролем. Ему нужно чувствовать свою значимость. Поэтому он постоянно нуждается в твоем вот этом восхищении, там, поддержке, аплодисментах. Он привык быть главным в отношениях. Все решения он принимает, свои условия диктует. Если ты пытаешься там возразить или там проявить какую-то самостоятельность, то он злиться начинает, обижаться начинает. И вот эта ситуация, она тебя на энергетическом уровне прям истощает. Потому что ты постоянно вынуждена подстраиваться под него и жертвовать своими интересами. Он твой эмоциональный вампир, который питается твоей энергией, твоей жизнерадостностью. А королева мечей, да, это про его холодность и про его расчетливость. Он не способен на искренние чувства. И близость настоящую он тоже не способен. Для него вот отношения — это как инструмент для достижения своих целей. Он умеет дистанцию создавать, отстраняться, когда ему это нужно. И это делает тебя еще более зависимой от него и заставляет искать его одобрение. И ты постоянно пытаешься заслужить его любовь и его уважение. Но он никогда не будет доволен, пойми ты это. Вот эта ваша ситуация — это круг замкнутый, который твою самооценку просто в грязь втаптывает и жизненных сил лишает. Он просто высасывает из тебя все соки, а ты даже этого не замечаешь. Это не любовь, это власть и контроль. И если вернуть свою силу хочешь, то порочный круг этот разорвать нужно, как ты считаешь? Что подпитывает эту утечку на тонком уровне? Ну, знаешь, все дело в твоих убеждениях про любовь и про отношения. Рыцарь жезлов, он твою страсть показывает, да? Импульсивность в начале отношений с этим мужиком показывает. То есть ты верила в сказку, ты мечтала о большой, счастливой и чистой любви, пойдем на сеновал, да? И готова была ради этой любви на все. Но вот эта страсть, она быстро переросла в зависимость. Ты его идеализировала, не замечая его там недостатков, его манипуляций не замечала. А он этим успешно пользовался. Это вот ты открыла ему доступ к своей энергии, к своей жизненной силе. И смерть, она показывает на то, что старые убеждения, они больше не работают твои. Вот эти твои представления о любви, о отношениях, вот эта вся сказочно-розово-сопливая твоя картинка, она устарела и приносит тебе сейчас только страдания, а ты цепляешься за прошлое. Перемен боишься, не можешь отпустить его. Но это необходимо сделать, чтобы новую жизнь-то начать. И вот эта утечка, она подпитывается твоим страхом одиночества и убеждением, что вот ты не сможешь быть счастливой без мужика. Это у тебя глубоко укоренившаяся вот эта программа, которая передалась по роду. От мамы, от бабушки, неважно тут вообще. Ты вот усвоила, что женщина должна быть замужем, чтобы чувствовать себя полноценной, защищенной и так далее. И теперь ты пытаешься соответствовать этому шаблону, даже если этот шаблон твою жизнь как сказать, втаптывает твою жизнь в говно, извини меня за выражение. Эта ситуация тоже связана еще с твоей низкой самооценкой. Ты не веришь в свою ценность как личности и считаешь, что тебе нужно любовь заслужить, уважение заслужить, все заслужить. И это делает тебя уязвимой для манипуляций и позволяет этому мужчине тебя контролировать. Все эти убеждения — это твои якоря, которые удерживают тебя на дне
и мешают тебе взлететь. Ты ты думаешь, что ты рыба, которая вот плавает на дне, да? А на самом деле ты птица. Ты просто птица, которая придумала, что она рыба. Свои взгляды на жизнь нужно пересмотреть и понять, что любви ты достойна, счастья ты достойна, независимо от того, что есть у тебя мужик или нет его у тебя. Как эту утечку запечатать и вернуть твою силу? А тут даже трактовать не нужно. Императрица, она про то, что тебе нужно вернуться к себе настоящей. Ты должна вспомнить о своих талантах, о своих интересах. Ты ж такая красивая была, попка орех и все такое. О потребностях своих вспомнить. Забудь ты про эти чужие ожидания. Начни для себя жить. Посвяти время там своим увлечениям каким-либо. Займись тем, что тебе радость приносит, что тебе удовольствие приносит. Свою жизнь наполни красотой и гармонией. Вот создай вокруг себя пространство, где ты будешь чувствовать себя комфортно, безопасно. И вот самое главное, себя научись любить и уважать. Не кого-то там, а себя. Ты уникальна, ты цена вот сама по себе, потому что ты есть по факту своего существования, понимаешь? Звезда про то, что надежда всегда есть. Даже вот тебе сейчас кажется, выхода нет, мы все умрем, не нужно отчаиваться. Главное в свои силы верить и вперед идти. Но для этого тебе нужно принять решение и начать действовать. Просто сидеть и ждать чуда бесполезно. Тебе за свою жизнь нужно взять ответственность в свои руки и изменить все. С малого начни там, поставь небольшие цели какие-то, да, и постепенно их достигай, да, как я говорю, шажочек за шажочком. Понимаешь? Ты сама должна решение за свою жизнь принимать и ответственность за свой выбор нести. Важно восстановить свою женскую энергию, заняться там саморазвитием, самопознанием. И с этим мужчиной установи четкие границы. Перестань брать на себя его обязанности, позволь ему самому решать свои проблемы. Просто скажи «нет» его вот этим манипуляциям, требованиям. Конфликтов не бойся. Но будь и готова отстаивать свою точку зрения. Если он меняться не захочет, да, то тебе трудное решение придется принять. Или дальше кланяться, или отношения разорвать. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Еще раз повторюсь, сигнификация — это когда я говорю о тебе, о твоей жизни, и если это о тебе, значит расклад твой. И сигнификация — вопрос, почему ты думаешь, что жизненная сила утекает. Ну, тут, знаешь, я напрямик скажу, не нужно строить из себя дурочку. Ты сама прекрасно понимаешь, в чем дело. Просто себе боишься признать. У тебя вот сейчас период такого застоя абсолютного в личной жизни. И это не просто так. Ты нацепила на себя роль спасительницы всея всего, взяв ответственность за чужую драму, которую тебе даже не предлагали решать. В голове у тебя образ мужика, который постоянно нуждается в твоей помощи, жалуется, как судьба к нему несправедлива, какой он несчастный, все женщины от него только одного требуют, то есть выставляет себя жертвой. А ты ушки развесила и веришь, что его можешь
изменить, исправить, спасти от самого себя. И вот это все держит тебя в состоянии постоянной тревоги и эмоционального напряжения. Ты всю свою энергию тратишь не на собственные цели и желания, да, а на то, чтобы поддерживать иллюзию этого человека, подпитывать его чувство собственной беспомощности. Это тряпка, вот я тебе говорю от себя. А у тебя это бесконечная яма, куда ты валишь все свое время, все свои силы, всю свою энергию. Он высасывает из тебя жизнь, а ты ему позволяешь это делать, потому что тебе нравится чувствовать себя нужной, важной, незаменимой и мамочкой взрослому мужику. И тебе льстит, конечно, его внимание, пусть даже оно основано на твоей жалости к нему. И чем больше ты вкладываешься в этого полупокера, извини меня за выражение, в эти отношения, тем сильнее он становится. Понимаешь? Он становится еще зависимым от тебя. И чем меньше энергии остается у тебя для себя, тем он довольнее будет. И замкнутый круг это. Ты думаешь, что помогаешь, на самом деле ты его вот этому деструктивному поведению вот потворствуешь. Ты аж по головочке его гладишь. Ты мой Пуська, Пуська. Сдох. Так, ладно. Зажегся, извините. Откуда утекает жизненная энергия? Ну, тут все просто. Утечка идет от женщины, которая тебе завидует. Она вот на первый взгляд твоя подруга, ну или коллега, но в глубине души у нее жгучая прям неприязнь и злость из-за твоих успехов. Неважно, что ты считаешь своим успехом, там, внешность, работу этого мужика, и просто настроение хорошее. Ей это все поперек горла стоит. Она постоянно за тобой следит, постоянно разговоры твои подслушивает, за спиной вот этой своей лопатой, которую у нее во рту распространяет всякую хрень. И самое главное, она пытается обесценить твои достижения, принизить твою самооценку, сомнения в тебе вот посеять. А эта женщина, она любые возможности использует, чтобы испортить тебе жизнь. Она может наговорить гадости о тебе там за спиной, подставить перед коллегами. Понимаешь? Она вот настоящий мастер вот этих манипуляций и интриг. Интриганка. И все это она делает не открыто, а хитрожопо, изворотливо, как змеюка подколодная, чтобы ты даже не догадалась, кто за этим стоит. И вот эта утечка энергии, она проявляется в том, что после общения с этой женщиной, да, чуть не сматерился, ты чувствуешь себя опустошенной, ты чувствуешь себя подавленной, разбитой. Настроение пропадает, тревога появляется. И вообще ты начинаешься сомневаться во всех своих решениях. Она прям буквально крадет твою радость и жизненные силы. И чем больше ты с ней общаешься, тем сильнее вот эта утечка становится. И ты даже не замечаешь, как ты постепенно веру в себя теряешь и в свои возможности. А ее любимая: ты чё, дура? Вот так вот. Или зачем тебе это, ты что? Что на тонком уровне эту утечку подпитывает? Ну, тут все дело в старых обидах, невысказанных претензиях к отцу. Ты бессознательно повторяешь модель отношений с отцом во всех своих взаимодействиях с мужиками. Тебе вот свойственно искать мужиков, которые нуждаются в твоей опеке, да, в твоем контроле, потому что ты подсознательно пытаешься исправить свои вот эти детские травмы. Твоя задача почувствовать себя важной и нужной, а лучший способ это сделать — какому-то мужику помочь, поверить в себя. Ты ж мамочка всем взрослым мужикам. Ты вечно на себя ответственность за его проблемы берешь.
Но настоящего удовлетворения это не приносит, потому что ты только воспроизводишь старый сценарий, который никогда счастья тебе не принесет. Подпитывают эту утечку еще и вот это твое стремление к жертве, да, к самопожертвованию. Ты привыкла ставить чужие интересы выше своих собственных, а отказываешься от своих желаний ради других. И это все родовое проклятие, где женщины в твоем роде, пока поколениями, там бабушки, они занимались исключительно заботой о мужиках, забывая о себе. Мужик ушел в поле, пришел вечером, а ты в это время и свиней покормила, и корову зарезала, и мясо наварила, и картошки напекла, и все ты сделала, и сапоги ему сняла, и поклонилась, и пыль в избе убрала. Вот это я выдал, конечно, тираду. И, и вот эта программа, она заложена в твоем подсознании и автоматически активируется во всех твоих отношениях. Ты вот веришь, что если ты будешь хорошей девочкой, то получишь любовь и одобрение, и вот но это же не так. Тебе нужно научиться любить себя, ценить свои потребности, границы устанавливать. Иначе вот эта утечка энергии, она будет вечно, бесконечно продолжаться. Все дело в детской травме и родовом проклятии, тебе нужно с этим работать. Как запечатать эту всю ерунду? Жесткий отказ от всего, что тебя тянет вниз, тебе нужен. В первую очередь прекрати общаться с этим полупокером, который из тебя жизнь вытаскивает. Полное игнорирование, никаких объяснений, никаких попыток помочь, везде блок. Он должен остаться в прошлом, как сон плохой. Во-вторых, от этой женщины, как сказать, дистанцируйся, которая тебе завидует, козни за твоей спиной строит. Не трать на нее свое время и энергию. Это или подруга, или близкая коллега. Не позволяй ей на твою жизнь влиять. Просто вычеркни ее из своего круга общения, и все. И займись собой. Это самое главное. Вот сейчас у тебя в голове надо вот это, надо мужику помочь. Нет, самое главное — займись собой. Это жизненно важно. Начни вот заниматься тем, что тебе удовольствие приносит. На курсы какие-нибудь запишись, новые хобби найди, приди в проживание арканов вот как раз. Понимаешь, вкладывай свои ресурсы в собственное развитие и в собственную самореализацию. Нахера тебе этот мужик и эта женщина упали? Тебе нужно восстановить свою энергию, вернуть себе чувство собственной ценности. У тебя его сейчас нет. Начни всем говорить «нет». Вот всем просьбам, всем требованиям. Свои границы отстаивай. Не позволяй никому на твоей шее кататься. Ты всего лишь должна понять, что твоя жизнь, она тебе принадлежит, только тебе, и только ты имеешь право распоряжаться ею так, как ты считаешь нужным, и никак по-другому. И, конечно, проведи обряд очищения от вот этой негативной энергии и родовых программ. Понимаешь, свечи зажги, там, визуализируй себя сильной и счастливой женщиной. В манифесте научишься ты себя чистить и так далее и тому подобное, и дом чистить научишься. Короче, делай все возможное, чтобы вернуть себе свою силу и свою энергию. Больше никак. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Сразу опять объясню, что такое сигнификация. Сигнификация — это вот когда в начале расклада есть вопрос. Например, вот у нас сейчас вопрос, почему ты думаешь, что жизненная сила утекает. И если в первом вопросе я говорю о тебе, значит расклад твой.
Так почему ты думаешь? А ты считаешь, что твоя энергия уходит, потому что ты слишком много работаешь, не высыпаешься. Но это откровенно самообман. Тебе кажется, что ты все контролируешь, все планируешь, все в руках держишь, но на самом деле тобой манипулируют, используя твою вот эту потребность в признании. Ты постоянно пытаешься заслужить одобрение определенного круга людей. То есть женщин, которые завидуют тебе. Но при этом они вид делают, что тебя поддерживают. Это подруги, здравствуйте. Они все подстраивают так, чтобы ты чувствовала себя виноватой, нуждалась в якобы помощи от них, а потом используют это все против тебя. Ты тратишь силы на постоянные оправдания, на постоянные объяснения, доказывая там свою правоту вот этим дамочкам, которые никогда не будут довольны. Короче, у тебя бесконечная гонка за призрачным одобрением, которое высасывает из тебя все соки. И они специально создают такую атмосферу вокруг тебя, напряжение, тревоги, провоцируют скандалы на пустом месте. А ты, как истинный трудоголик, пытаешься все разрулить и все спасти, и всех спасти. Это не забота о близких. Это чистой воды энергетический вампиризм. Ты считаешь их подругами своими, но они твои главные похитители энергии. Они удовольствие находят в том, чтобы видеть тебя уставший, подавленный, против мужика тебя, если он у тебя есть, настраивают. Потому что тогда ты не веселая. И ты им это позволяешь. Потому что якобы дружбу боишься потерять. Слушай, ну, хватит уж кормить этих змей. Ты сильная женщина, прекрасная хозяйка, ты умная, ты красивая, попа как орех. Тебе не нужно какое-то змеиное одобрение для того, чтобы быть счастливой. Откуда утекает жизненная энергия? Через постоянное погружение в чужие проблемы. В попытке исправить то, что тебе не принадлежит. Ты на себя ответственность берешь за решение вообще других людей. Особенно касается вот этих поганок. Они постоянно на жизнь жалуются, про свои неудачи рассказывают, а ты, как послушная девочка, пытаешься им советом помочь или там деньгами, не дай бог. Но дело в том, что эти женщины, они не хотят решать свои проблемы. Они хотят сливать на тебя негатив. Понимаешь? Они хотят, чтобы ты решила все проблемы за них. И вот чем больше ты стараешься, тем сильнее они становятся зависимыми от тебя. Это кармический узел, который тянется, конечно же, из прошлого. В предыдущих жизнях ты была вот матерью героини, которая жертвовала собой ради своих детей. И вот эта программа, она продолжает работать в этошнем воплощении, в нынешнем. Ты подсознательно считаешь, что твоя ценность, она не зависит от чужого мнения и потребностей. Утечка энергии, она из-за того происходит, что ты тратишь силы на то, чтобы спасать тех, кто сам не хочет быть спасенным. Понимаешь? Они используют твою доброту, твою отзывчивость в своих целях. А тебе остается только усталость, разочарование, разбитость, пустота в душе. Ты знаешь, ты как будто пытаешься дырявое ведро наполнить. И чем больше ты льешь воды, тем быстрее она вытекает. И пока ты не научишься говорить «нет» этим змеям и ставить свои интересы на первое место, эта утечка, она будет продолжаться. Они намеренно создают вокруг тебя атмосферу вот этой беспомощности, чтобы ты чувствовал себя нужной, незаменимой. Ты моя подруженька, дай тебе поцелую. Суки. Я надеюсь, это не записано было. Что подпитывает эту утечку на тонком плане? В родовом проклятии.
Тебе это передалось от бабушки, прабабушки, вот по материнской линии. То есть эта женщина, ну, по материнской линии, она очень властная была, очень требовательна. Она постоянно своих вот этих дочерей, внучек контролировала, заставляя их соответствовать ее высоким стандартам. Она считала, что женщина должна быть скромной, послушной, самоотверженной, а любые проявления индивидуальности она подавляла. Эта программа жертвенности, она передалась тебе через подсознание и сейчас проявляется в твоей вот этой потребности угождать другим людям. Ты боишься конфликтов, стараешься избежать любых ситуаций вот этих острых, которые могут вызвать недовольство там у кого-либо. Но это только приводит к тому, что ты постоянно подавляешь свои собственные желания и потребности. А на тонком уровне эта программа, она подпитывается энергией зависти, обиды со стороны вот твоих вот этих мудачек. Извините меня, пожалуйста, я зажигаюсь чего-то. Так, я спокоен. Этих женщин. Вот. Они считают, что ты получила слишком много преимуществ в жизни. И пытаются тебя сглазить, нашептывают тебе в спину всякую хрень, а это уже проклятие, если тебе в спину говорят хрень. Негативные установки делают. Вот это энергетическое воздействие, оно ослабляет твою ауру и делает тебя более уязвимой для манипуляций. Это родовая программа, которая требует немедленной проработки. Нужно разорвать этот порочный круг и освободиться от этого влияния прошлого. Они используют твои слабости, чтобы контролировать тебя, подпитываться твоей энергией. Это происходит на уровне твоего подсознания. Поэтому ты даже не замечаешь, как это на твою жизнь влияет. Для тебя у тебя все хорошо, только подруги гадин. Как запечатать эту утечку и силу вернуть? Ну, знаешь, тут все серьезно. Чтобы это запечатать, нужно себя в руки взять и решительно действовать. Во-первых, прекрати пытаться угодить всем вокруг. Перестань на себя ответственность брать за чужие проблемы и научись им «нет» всем говорить. Вот прям в рожу ему так вот «нет». Ай, рука, извиняюсь. И я тебе тут жестикулирую активно, а ты не видишь. У меня артрит просто, рука болит. Энергетическую чистку, само собой. Ванну прими с морской солью, вот с травами. Закрой все каналы утечки энергии. Займись саморазвитием, изучай эзотерику, медитацией, йогой занимайся. Это поможет тебе ауру свою укрепить, повысить уровень вибраций поможет. Но самое главное, нужно разорвать связь со всеми женщинами, которые тебя высасывают. Ой, они мои подружки, они мне только добра желают. Что они тебе насоветовали, что тебе принесло добро? Прекрати общаться с ними, игнорируй звонки, смски, сообщения от них. Не встречайся с ними лично. Если это невозможно сделать полностью, то установи жесткие границы, не позволяй им их нарушать. Ты должна стать вот железной леди, которая знает себе цену и не нуждается ни в каких змеиных одобрениях. Начни заниматься тем, что тебе действительно нравится, а не тем, что от тебя другие ждут. Время своим хобби найди. Путешествуй, общайся с людьми, которые поддерживают и вдохновляют тебя, а не говно на тебя сливают, извини меня за выражение. И вот самое главное запомни. Люби себя такой, какая ты есть. Ухаживай за собой, помадку купи какую-нибудь, ну вот это на губы мазать. Балуй себя приятными мелочами, радуй себя вот этими мелкими подарками. Ты счастья достойна и любви достойна, и никто не имеет права лишать тебя этого.
Только так сможешь вернуть свою силу. Ведь только так ты начнешь жить полноценной жизнью. Твоя энергия — это твой ресурс. И только ты можешь, имеешь вот это право распоряжаться так, как считаешь нужным, а не как тебе эти змеи советуют. И всегда помни, что дед всегда рядом.